Ребята, всем доброе утро. Это уже второй день, как мы находимся в Чернобыльской зоне отчуждения. Вот, вчера мы начали ночевать в доме, точнее мы построили шалашик, себе распаковались ночью, только начали делать, блядь, ужин. Да, спасибо, Дмитрий, что подправил. Пошел нахуй. Короче, и при жизненных обстоятельствах нам пришлось быстро затушить огонь и потушить все фонари. Потому что, когда мы с Димой пошли искать ветки для нашего шалаша, я услышал вдалеке леса голоса. И тут мы вырубаем свет, вырубаем тупо весь огонь, все, чтобы быть максимально беспалевными. Мы заседаем и видим, как здоровые лучи фонарей просто просвечивают нас, вот так идут. Где-то мужиков с 5, и просто у каждого фонарь, и они идут и просто освечивают лес. Так как это максимально было для нас жестко удивительно, потому что, блядь, типа, ты сидишь среди леса, вроде как не должно быть охранника, вроде никого не должно быть. Тут бэмс, так проходит 5 людей, и ты такой в ахуе сидишь, даже пошевелиться боишься, потому что, блядь, ты думаешь, что каждый твой шорох просто создает нелепый такой шум, и они так сразу на тебя фонарем светят, так все, стоять, ребята, идемте, товарищи. Это довольно было стрёмно, на самом деле. Одна из самых стрёмных ночей в Припяти. Я увидел фонари, и получается, мне пришлось использовать немножко своей воды, чтобы затушить костер. И я просто сел и накрыл собой костер, чтобы, точнее, жар, который остался. И у меня колени просто горели, я сидел на корточках вот прям где-то полчаса. У меня просто уже колени, они просто сгорали, блин. Но при этом мне нужно было сидеть, я боялся пошевельнуться, чтобы вот просто нас не услышали. Вот как я говорил, что как бы каждый шорох казался неуклюжим, хотя по сути они бы не услышали, просто были достаточно далеко. А еще нас защищали куча дебри, деревья, куда мы решили поглубже зайти. Потому что так бы, посветив на нас фонарем, они нас бы сразу заметили. А вот такой гам-гамкой буду я сейчас питаться. Приятного аппетита. Ходили слухи, что в Чернобыле горел лес. Я вроде по новостям где-то видел. И тут мы идем, и нам по пути встречается вот такая картина. С двух сторон полностью почти выгоревший лес. Вот так оно и бывает. В основном это из-за некоторых сталкеров, дураков, которые оставляют свои костры. А иногда бывает из-за того, что молния ударит в какое-то дерево, оно у вас поменяется, и потом горит весь лес. Лесные пожары — это одна из таких жестких проблем человечества, потому что их максимально сложно потушить. Вон уже вдалеке виднеется наша дуга. Нам к ней идти уже примерно километр, может еще меньше. Подходим к дуге и постараемся на нее вылезть. Я вот переживаю, чтобы возле дуги не было туристов, потому что если там будут туристы, там будут проводники, которые могут нас сдать в охране. А я вообще лишнего палева не хотелось бы. Фух. Какие-то непонятные конструкции возле дуги. Я думаю, это все хуйня. Снабжала как-то дугу, типа было этих предохранителей. А сейчас мы потихоньку подбираемся к дуге. Мы идем сейчас возле дуги. Уже под сотку. Это что, переходили дорогу возле дуги? Дорога, пацаны. Все, мы жестко запалились. Фух. Собаки начали лаять. Жестко начали бегать в бок. Фух, еле убежали. Сейчас быстро идем к малой дуге, чтобы там как-то отсидеться. Вот мы находимся уже возле малой дуги. Будем сейчас заскакивать в здание. Скидывать вещи. И писярить туда надо.
плохо слышите, потому что я стараюсь шепотом разговаривать, чтобы не создавать лишних шумов. Тупо поки хлопці на дузі, я спіймав за ногу муху. Муху за ногу спіймав. Капець вони всі в Чорнобилі. Устал. Вот тут монопод, что немножко мешает лезть. А вот там он стоит 4-й энергоблок. Фух. А вон аж там наша цель, Припять. Далековато. Но отсюда просто невероятный вид, хоть мы еще не наверху. Подниматься, какие впечатления. Я уже заебался, пока мы поднимались до прохода. Ага. Что, полетели еще дальше. Пролет. Да, мы покорили дугу. Охуенно. Вон малая дуга. Она такая низенькая. Она большая, прям вообще охуенная. Класс. Фух. Сейчас мы будем уже фоткаться, делать всякие пиздатые кадры для инстаграма. Подпишитесь на мой инстаграм, если вы еще не подписаны. И будете видеть все фотки, даже первее, чем видос. Ага, вижу. А там ребята экскурсия. Вот перед ними полиция тоже не надо. Фух. Если мы вдруг стоят, то нас не увидят. Даже если мы с этого края будем, нас не увидят. Только разве что если тут будет ЧОП какой-то обход делать, то возможно тогда заметят. В общем, уже находимся на этой дуге примерно полчаса, но пришло время уже въебывать отсюда, так как вот своим ходом ходят экскурсии. Блять, тут высокий ветер, вы меня, наверное, не слышите. Сейчас будем по берегу уже выкидываться, так как мы залезли только сюда вдвоем, а наш друг с вещами сидит где-то там в лесу, и ему там страшно и одиноко. Подбираемся к нашему другу, он сидит за этими холмами. Ну, по крайней мере, не должен. Вот это, кстати, наш такой клык боевой. И типа, никто не понимает, что это. На месте. Ой, а я через какую-то пизду пошел. Родименький мой. Давай сыграемся и съебаем. Посмотри сверху, нам бы Припяти хуярить и хуярить. Вот наши вещи на месте. Собираемся и въебаем отсюда. На Припять. Больше всего ненавижу дорогу через вот эти ебучие дебри после дуги. То есть ты идешь тут
цепляешься за все, можешь упасть, везде вот эти бревна лежат столетние. И ты просто идешь и охуеваешь, и тебе 1 километр кажется за 3. Кое-как ориентируйся по картах, ну, вряд ли вам что-то видно. Фух. Думаем уже выбраться к полю. Дошли от дуги примерно на километр, а вот тут такой череп, жуткий череп, короче. Череп лиса. Меня заебали уже за поход вот эти мини-клещи, мили-мухи, или как они, блядь, там называются, может вы знаете. Они реально заебают. Ты идешь такой по лесу, они просто тебя облепливают, и ты, блядь, так от них отряхиваешься. Но не главное, поняли? Суть в том, что они не кусаются, они просто, вот они просто по тебе лазят, вот эти твари. А мы сейчас вот сидим среди поля, где-то за 9 километров от Припяти, хз какой тут вообще фон нам похую. Мы чисто взяли и тут сидим и чилимся и перекушиваем вот такой килечкой вкусной, да, пацаны? Вкусно? Смакно. Сейчас такие заебанные идем посреди зоны, возле нас вон там реактор вдалеке, а вон там чисто вон пасутся себе кольни Прижевальского. Это вообще типа такой вымирающий вид. Вон, побежали. Это по сути такой вымирающий вид лошадей. И довольно они очень редкие. Ого, дядя, они Он на нас группируются? Во-во-во. Они группируются. Вау! Охренеть, тупо целый табун коней. Вот примерно по такой пизде и происходит наш данный маршрут. Фух. Очереты, вот эти все. Им максимально сложно идти. С нашей стороны вон там болото. Идем просто вдоль болота. В прошлый раз, да, тут было до хрена воды, сейчас тут уже все пересохло. И сейчас в лесу жестко воняет кабанами. Это значит, что где-то сейчас стадо кабанов. Перед этим мы встретили стадо лошадей. Не дай бог встретить стадо кабанов. Перцовые не помогут, блядь. У нас есть хотя бы что-то. Это уже, можно сказать, основная дорога. Самая сложная почти преодолели. А вот это рыжий лес. Он в прошлом году просто жестко горел. Сзади нас вот находится 5-й энергоблок. Там дальше ЧАЭС. Спереди Максим. И мы просто пиздуем. Нам к Припяти пиздовать осталось примерно километров 8-6 может. Мы просто пиздуем. Как вот это тяжело тянуть вот этот бутыль. Фу. Я так устал уже. Все пацаны устали. Плечи болят. Бедра болят. Из-за вот этих шлеек, которые надавливают жестко. Просто реально ноги болят. Ты морально уже уставший. Тебе хочется просто прийти, завалиться и лечь спать. Реально. Мы 2 ночи нормально не спали. Первую ночь мы просыпались в 5 утра, чтобы поехать на автобус. Вторую ночь мы просыпались в 6 утра, чтобы быстрее съебаться с того места. Надеюсь, что вот эту ночь мы хоть нормально там спимся. Мы в обходную рыжего леса, в итоге попали в какую-то сраку. Мак, блядь, не иди туда. Попали в какую-то сраку фонящую. Мой дозиметр сейчас трещит, но сейчас уже более-менее норма, хотя бы двукратное число. А так делали 2000 фона. И, короче, дозиметр просто сбился, и мне просто пришлось поставить предел 20 000, и он просто пошел дальше. Мы свернули резко налево, перед нами вот такое болото, его надо как-то обойти. Тут более-менее фон нормальный, но надо вообще еще дальше обходить, чтобы обходить вот эту фонящую залупу, потому что тут долго находиться нельзя. Фу, сука. Выбор у нас не огромен. Ты будешь делать своим рюкзаком точно так же. Нет, ты можешь без рюкзака прыгнуть, но я могу. Ага. Бля! А! Какие? Ой, хуйня. А! Пацики, ваш выбор только один. Прыгать в залупу. Боже мой, как же нас зона потрепала. Мы попали в такую пизду. Мы чисто идем где-то с километра 2. И там фон под 200. И мы просто туда въебали на всех парах. Тут уже находимся почти возле Припяти. Буквально за километр 2-3. И вот идем по таким вот рельсам.
Ну это уже хуйня. Просто вот так идти вперед, потом одновременно свернуть направо и все, мы в Припяти. Я просто мечтаю просто зайти в квартиру, расстелить каремат, спальник, плотно покушать и лечь спать. И спать просто пока не заебется, реально. Фух. Мы удачно добрались по тем рельсам в Припять. Сейчас уже разложили себе четко тусим. Вот сейчас в квартирах. Макс себе там инсулинку. Такая вот такая у нас квартирка, вот так забаррикадирована. Сейчас мы тут сидим, делаем себе покушать и максимально жестко релаксуем, потому что мы так жестко заебали сюда идти. Фух. И на этом наш заканчивается наш второй день похода в Чернобыль. Завтра будет третий день, новый день. Мы будем отдохнуть, наберемся сил. Тогда и встретимся. Всем спокойной ночи.